В общем, да. Сегодня везу, таксую Матвея Эмерсона домой из Атриума. У него было в Атриуме много дел. Бизнес там, так сказать. Матвей у нас крутейший музыкант в области, лично для меня, такого чуть-чуть непонятного стиля. Ты сейчас расскажешь об этом стиле, да, но для меня это, в общем, нормальный музон, взрослый, который с голосом, потому что, по моему мнению, тот музон, который с голосом, он все-таки здесь рулит. Как мы бы хотели или не хотели. Поэтому, Матвей, вопрос тебе такой. Вообще, с чего начался твой путь к музыке? Вот твоя, не то что карьера даже, а вот вообще весь путь музыкальный вообще. Как ты к этому пришел? Слушай, я всегда был в музыке. У меня творческая семья. У меня сестра занималась серьезно танцами. Мама шила всякие костюмы для шоу-балетов и все такое. То есть я всегда с детства варился в этой штуке. И плюс я пошел в музыкалку рано, в 5 лет. И лет до 10 я занимался в музыкалке, как и все дети, так, неосознанно. И в один прекрасный момент у нас поменялся там руководитель хора. Я занимался в хоре мальчиков при музыкалке. Такой пришел чувак, ему было 27 лет. Такой модный, прикольный, харизматичный дядя. И он первый человек, который мне сказал, что Матвей, у тебя есть талант музыкальный, ты можешь петь. И он создал тогда театр музыкальный. И сделал меня участником этого театра и дал главную роль в первом спектакле. И с того момента меня просто затянуло. Я забил на основную школу и все время проводил только в музыкалке. И, наверное, лет с 11, с 12 у меня вообще не было другого выбора, как только идти по музыкальной стезе. То есть после того момента ты поймал свой интерес, да? Да, меня это полностью увлекло. Я еще занимался спортом, помимо этого, хоккеем, потому что у меня отец хоккеист. И в 13-14 лет, сам знаешь, да, пацаны, кто-то растет дальше, кто-то останавливается в физическом, развитии. И я все-таки решил с музыкой связать свою жизнь. То есть ты забил на том моменте, когда надо было прям не забивать, чтобы продолжить, быть спортсменом? Там просто перепутье, да? Там было уже опасно заниматься дальше, потому что могли перепечатать в борт, и от меня бы осталось только мокрое место. Ты фанат вообще Овечкина? Слушай, Овечкина нет. Не знаю, почему-то как-то не очень нравится его стиль игры. Я всегда был фанатом Павла Буре. Так вот, значит, ты пришел к музыке, да? Да. И, вообще не жалеешь? То, что музыка, а не хоккей, например. Мне кажется, это похожие вещи. Везде нужен талант и трудолюбие. В принципе, как и в любом другом деле. И то, и другое тоже такое творческое. Но только здесь ты остаешься целый, да, не поломанный. И ты как спортсмен тоже выходишь на сцену. И музыкант тоже выходит на сцену. Согласен. Я понял. Так это закрутилось, да? Во что это превратилось теперь? Как ты это видишь? Слушай, я начал просто писать песни. Я просто сел за пианино и стал писать песни. Я плохо играл на пианино, потому что прогуливал фортепиано. И в какой-то момент просто сел и нажал какие-то клавиши. У меня получились какие-то аккорды. И у меня тут же появились идеи, как это можно превратить в песню. И с тех пор, это не знаю, сколько лет назад было, 13 назад или 14. То есть я занимаюсь тем же самым. Просто уже не на пианино, а за ноутбуком сижу. И получается, во сколько ты лет первую песню написал? 16 лет. И на что эта песня была похожа, и где она вообще сейчас? Слушай, был прикол, я просто, сделал песню на английском языке сразу же. И принес ее на студию. Я тогда не умел делать продакшн, аранжировку, вообще не втыкал, как это возможно. Я думал, сейчас скачаю программу, он купил какой-то диск SoundForge, там было, или Adobe Audition, где нельзя музыку, в принципе, писать. Какой-то сэмпл. Да, и у меня ничего не получилось, и я начал искать студию, где мне могли бы сделать аранжировку. А я тогда еще слушал всякую поп-музыку, типа Мадонна, все такое. Так как раз 2005 год был, у нее вышел альбом Confessions on the Dance Floor.
там такой прям электронный танцевальный стилек. А это не тот, который написал, ну, хостил Жак Лекант? Там был Стюарт Прайс, такой чувак. Стюарт Прайс, я понял. И чувак, который делал продакшн, я ему говорю, типа, вот я хочу как Мадонна звучать. Он такой, ни хера, ты типа охренел. Типа. И сделал мне полное, ну, как мне тогда казалось, не очень. Но это как бы было за деньги, да? То есть, Ну, конечно, за деньги. Причем мне сестра подарила гитару. Я очень долго мечтал об электрогитаре. да. Она мне ее подарила. И я на ней что-то потыкался. И похер продал ее. И на эти деньги записал песню. Ага. Вот, в итоге мне дали диск с этой песней. Так. Вот, и с тех пор я эту песню больше не слушал. Ну вот, в общем, такой был, первый. Ну, то есть ты к ней не возвращаешь, ты ее не вспоминаешь как что-то хорошее или как что-то плохое? Я вспоминаю это как такой импульс к изучению продакшн и углублению вот в эту всю тему с аранжировками. Проблема оказалась таким. Цель. Оказалась цель. То есть движущим фактором, да, грубо говоря. Ага, я понял. Ну, а и было такое, что, типа, вот ты написал песню, она тебе там не вкатила, и ты после этого, ну, как бы понял, что, типа, вот, значит, мне надо теперь работать над вот этим качеством или там как-то, ну... И она вообще была в том же самом стиле, что ты сейчас делаешь? Нет, она была... Я не знаю, что это вообще за жанр. Ну, представь себе, что среднее между моби... ранним Так. Мадонной, какой-нибудь попсятиной и типа, не знаю, Джастина Тимберлейка. Проходят годы, да? Да. Ты как бы с этого пути не сруливаешь, как все мы, да? И у тебя вот начал появляться какой-то определенный вот месседж, который ты хочешь донести через музыку, да? Вообще, как, вот, какое твое место вот в музыке, как ты считаешь? И ну, какой твой месседж, да? Слушай, насчет месседжа или там своей миссии какой-то в музыке, мне пока тяжело говорить. Я пока просто пытаюсь что-то сделать, просто написать. Что-то хорошее. Что-то да? хорошее, да. Просто то, что нравится мне. А как вот у тебя обстоят дела с тем, что тебе нравится? Например, ты пишешь трек, да, и вот ты доволен обычно? Или как это происходит? То есть... Слушай, знаешь, вот когда начинаешь какую-то новую демку делать, наступает такой момент X, когда ты понимаешь, что ну, вот прошел там 2 часа прошло, да, и ты понимаешь, что нет, ну это какая-то херня. И ты ее удаляешь, забрасываешь. Вот. И это такой показатель говна. Ну типа, ну блин, это какая-то херня, я не буду это дальше делать. Вот. И все треки, которые выходят, то есть они прошли этот отбор мой. Вот, значит, я в них как бы уверен. А много ты делаешь версий? Ты вот есть вот люди, как я вижу, которые работают прям над одним треком, делают там 70 версий трека, а есть люди там спринтеры, да, вот я больше спринтер. Ну, да. Да, и типа я не могу долго над одним треком сидеть, потому что он мне начинает надоедать, там я начинаю его слышать, переслушивать, и как бы вот у тебя как с этим дела? Ну да, слушай, еще есть такие люди, которые сделают демку, отправят там 50 своим друзьям в фокус-группе своей, вот, получат фидбэк и там на основе этих фидбэков что-то поправят. Я так тоже не могу. Я всегда делаю треки быстро, основываясь только на своем мнении личном. Вот. Ну, и выпускаю. И ну, если трек не заходит уже по факту, то ну окей, я не расстраиваюсь. Ну а сколько ты примерно время тратишь на принятие решения, нравится тебе трек или нет? Быстро. Ну, треки я делаю очень быстро, типа там 2-3 часа, уже у меня готово 90%. Они даже не просто идея, а уже 90%, да, с каким-то там сведением, да, грубо говоря? Там самое последнее, просто придумываю слова, записываю вокал, вот это может растянуться там на день, и отправляю уже на лейбл. Вот. И если мне лейблы не отвечают, я думаю, что значит, ну, типа, что-то нужно другое делать. Или просто не послушали, да? Ну Сейчас очень много просто музона, да, и, соответственно, лейбл просто иногда не переваривает количество вот этого получаемого музона. Я понял, круто. А вот в лейблах какие предпочтения, там что вообще? Вот как ты относишься к лейблам? Ну, я начинал
с очень дерьмовых лейблов свою музыкальную карьеру, и это большая ошибка была. Потому что, когда начинаешь свою карьеру, нужно сразу метить в топы. Вот. А я выпускался какое-то время вообще на беспонтовейших лейблах. Вот. Причем они выпускали реально дерьмовые треки мои. Хотя они не должны были эти треки выпускать. И сейчас я жалею, я просто иногда переслушиваю треки там 10-летней давности и такой, блядь, как я мог это вообще выпустить? Очень стыдно. И ведь никак не удалить это. А вот почему дерьмовые лейблы? То есть они тебя не крутят или тебя... Ну вот почему? Слушай, ну лейблы, которые выпускают откровенно дерьмовую музыку. Я как-то, нашел баланс в какой-то момент между дерьмовыми лейблами и хорошими. То есть у меня первый ответ вообще, который я получил от лейбла, это был лейбл Perfecta от Paul Oakenfold. Вот, но он его так и не выпустил. А вот музон ты слушаешь, то есть, обычно в жизни там, да? Вот у меня есть два вопроса всегда, да? Вот кто твой топ, на сегодняшний момент в двух направлениях, то есть в танцевальной музыке и не в танцевальной музыке. Ну и типа, почему? Да? Ну и как вообще? Вот я, например, фанат Prodigy, и, соответственно, я тебе могу сказать, что Prodigy для меня там топ-1 всегда, да? То есть они не выходят из этого списка. А вот у тебя как, кстати? Я как-то музыку мало слушаю, на самом деле. Не знаю почему. В последнее время вообще перестал слушать. То есть чужую, да, какую-то? Ну да. Чужую, да. Не, это тоже полезно, потому что ты больше фокусируешься на своих вещах, правильно? Да. И у меня нет такого, что вот есть какой-то коллектив или исполнитель номер один. Даже назвать не могу. А по детству, может быть, слушал кого-то? Слушай, в детстве я вообще слушал, начиная от панк-рока, всякие там Пурген. Кто? Пурген. Sex Pistols, Король и Шут. Так, этих знаем, да. Просто, было такое окружение у меня на районе, и все слушали рок, все были нефорами. Вот, у меня даже была футболка Король и Шут. Вот, я посетил 2 рок-концерта в своей жизни. Это концерт группы Ария и концерт группы Кипелов. Ты делал там вот так? Я вообще, да, отрывался по полу. А слэмил? Не, там, знаешь, когда проходит концерт в цирке или в театре, там сидячие места, и это очень странно, то есть люди сидят, вот, и при этом вот так вот делают козу. Это нелепо выглядит. Тот музон, который ты делаешь, да? Вот как ты его сам назовешь? Нынешний, вот теперешний, да? Вот не старый, а... Слушай, я делаю всегда песни, то есть это может быть и рок-музыка, и электронная музыка, и дип-хаус, и транс, когда-то я там делал. Но все равно в основе всего является песня, то есть что-то такое, что можно просто спеть под гитару. Или под пианино. Или под пианино. И как бы я там не мудрил с аранжировками, всегда я могу просто убрать все инструменты, и это просто будет песня. То есть на любую из твоих песен можно сделать акустик вершин, да? Практически, да. Это круто, на самом деле. Потому что это как бы, я вот не очень люблю делать ремиксы, да? Особенно на те треки, на которые не делаются ремиксы, есть такие треки, да? То есть вот, ремикс получается говно, да? Как типа на тех же самых Prodigy, да, мы знаем за всю историю там 2 нормальных ремикса, да, которые зашли. И мне кажется, это из-за того, что когда в оригинальном треке есть уже все и нету никакого места для того, чтобы поработать со стемсами, да, как-то крутануть этот трек, чтобы он по-новому задышал, да. Бывают такие, конечно, случаи, что ремикс лучше, чем оригинал. Так вот, у тебя вообще ремиксы на твою музыку существуют? Да, конечно, существуют. И вот как они? 80% я их не слушаю. То есть они нужны для релиза, да, окей. Да. Но я их не играю сам, не слушаю. То есть не могут, да, ремиксеры как бы душу вытащить из трека. А вообще вот душа нужна вот в песне, да?
Мне нравится, знаешь, когда трек полностью перерабатывают. Не просто там берут гармонию и какие-то другие инструменты делают, или там ритм разгоняют, или замедляют, а прям просто берут акапеллу и вообще меняют все. Вот тогда мне интересно слушать это. Ага. Вот, и если я делаю ремикс, то я именно вот по такой схеме делаю. Вот. Меняю все. А тебе нравится вообще ремиксы делать? Это прикольно иногда. Вот. Но это и для скиллов, для развития полезно. Ага, понял. А вот тот момент, когда ты сидишь именно делаешь ремикс, вот эти ощущения, что ты как бы это же получается музыка больше на заказ? Нет, не всегда. У меня были случаи. В принципе, все мои самые успешные ремиксы, это просто мне нравится какой-то трек, я там брал акапеллу, вот тот же самый Show Me Love, который там на Атлантик вышел. Просто взял акапеллу и сделал то, чего вообще люди не ожидали. И то есть это вышло и как бы взорвало танцполы, да, грубо говоря. Ну, не танцполы, это не танцпольный трек. Стадион, ну ладно. Ну, стадион, ладно, фиг с ним, да, пусть будет стадион. Понял, круто. Ну, а в целом, как бы, ремикс тебе нравится, да? А вот ты ничего не делал такого вот выходящего из обычного твоего репертуара? Ну, например, там саундтреки, еще что-то такое. Саундтреки я делал. И много делал. Да? Вот. Я, в принципе, вообще в Москву переехал. У меня есть друг, Саша Хук. Вот у него студия на Цветном бульваре. Он там в 2013 году получил заказ на производство, как это называется, саундтрека, Moving Score. Это к фильму? Да, к фильму. К русскому? К русскому фильму, «Спираль» называется. Вот. И вот он меня подтянул, и вообще первый год жизни в Москве я только и занимался, что делал саундтреки к фильму. Ага. Вот, там и «Горько» был фильм, что-то там еще. Ну, такое русское. А вот это нашумевшего. Русская бедная. Русская бедная. Тут недавно был на день рождения, и мне сказали, посмотри фильм «Притяжение». Я что-то такое, русский фантастический фильм, где инопланетяне якобы разносят Чертанова. Прикинь, Чертанова. То есть я ходил как-то в кино на русский фильм, тоже на фантастический, весь обплевался, короче, и перекрестился, и решил больше никогда не появляться вообще вот в этом в непонятной, короче, фигне какой-то, да, которая называется русским кино. Ты вообще смотришь русский фильм? Очень редко. Я посмотрел Быкова, ужаснулся, реальность. Или это не реальность такая? Это который фильм? Дурак. Ага. Нет, это Левиафан, это Звягинцев. Ага, ну, в принципе, с одного поля ягода. Ну, мне кажется, русские как-то вот могут снимать вот только такие какие-то жесткие фильмы. Да, и причем они это же экспортируют, и создается у людей впечатление о России. Походу дела, мы здесь немного в западне с этими медведями, да, на улице. Да. А что значит Эмерсон? Эмерсон? Да, вот у тебя, никнейм музыкальный, да, псевдоним Матвей Эмерсон. Такая история, в общем. Я учился в Институте культуры в Перми. Ага. А ты сам из Перми? Да. Понял, вот это я не знал. Я думал, ты как бы московский парень. Типа я англосаксонец. Англосаксонец, окей. Просто искал там на районе, туда-сюда. Я сразу представил драки там, и вот это все районное, знаешь, такое, чего в Москве как бы особо нету, но есть зато за Москвой. Ну вот, как-то я возвращался с пары, иду такой по дороге, и мне навстречу идет человек в форме МЧС. А у них такой, как называется, нашивка такая. Шеврон. И там написано Emercom, типа Emergency Company. Расшифровывается. И у меня такой какой-то, не знаю, случился, не знаю, такой момент, когда что я прям вот этот Emercom я запомнил прям. Зачем мне это надо, я не знаю. Вот. И в этот же день меня позвали на местную радиостанцию, и у меня там был знакомый диджей, он хотел поставить в эфир мой трек. Вот. И спросил, как тебя представить в эфире. Ага. И у меня сразу флешбэк, типа Эмерком, а тогда еще, это был 2008, наверное, год, очень были популярные книжки, типа «Секрет». Знаешь, там такие... «Секрет», а у меня есть такая книжка, фильм, кстати, книги, да, там «Секрет». Да, и там все время упоминается такой американский автор Ральф Уолдо Эмерсон.
Ага. Вот. И у меня такой Эмерсон, и я тут же так вот выпалил, типа Матвей Эмерсон. Вот. Как-то за пару секунд так, все, я решил. Но звучит как бы все равно, да? Ну, мнения расходятся. Кто-то говорит, что звучит, а кто-то говорит, что это типа Скотт Иванов. Или там Джереми Петров. Джереми. Не, ну слушай, звучит прикольно. На самом деле Матвей, оно похоже, как бы созвучно с именем Мэтью, да, как бы. Ну, прикольно, что я могу все время в подписи, там, в письмах деловых там с зарубежными коллегами подписывать Мэтт. У меня вот имя сложное. У меня на английском оно будет Захеня, Женя, типа того. Юджин. Ну, как бы, да, Юджин называют по Евгении, но я подписываюсь везде Z. И все спрашивают, а почему Z? Я говорю, ну, просто зови меня Z, потому что так проще, потому что ты не выговоришь букву Ж. Ну, вот это вот история. Как обстоят дела сейчас? Вот, я не знаю, ближайший план. Да, в этой стране говорят, что нельзя строить долгосрочные планы, поэтому спросим про ближайшие вообще. Ближайшие планы такие. Я последний год немного так выпал из обоймы, потому что я больше занимался всяким продакшеном для других людей. О, вот это интересно, кстати. Мне вот, слушай, давайте перебью и сразу спрошу. Вот, ты госпродакшишь, да, иногда? Или... Ну, сложно сказать госпродакшеном. Госпродакшен — это когда тебя вообще нигде не указывают. Вот. Это там Дэвид Гетта какой-нибудь купил трек, если думаешь, что это Дэвид Гетта. Ну да. А ты именно продюсируешь. А я продюсирую, я больше как Фаррелл там или Timbaland. То есть я всегда имею право написать, что это я сделал, и артисты тоже могут там написать у себя. Ага. Вот. То есть я не делаю электронный продакшн, я пишу песни на продажу, вот, либо для своих клиентов уже вот, типа на заказ, то, что у меня заказывают, либо я просто пишу, и есть некоторые магазины, где я просто как на витрину выкладываю свои треки, вот, и кто хочет, может купить и там, с правами там, или без прав. И вот этим ты занимался как бы последний год, да? Да. Я так немного потерялся какое-то время, вот. Занялся вот этим вот продакшеном, вот, и сейчас, типа, знаешь, есть такое выражение right from the scratch. Типа, это... с нуля, типа, знаешь, такое. Вот, и у меня просто был момент, когда у меня вообще нет никаких ближайших релизов, я вообще не знаю, что делать. Вот, и вот под конец года я выпустил на Effective Сингл, Lost and Found. А я помню, красивая обложка была с тобой в главной роли. Ага. Да? Он вроде как там постепенно на радиостанции встает. Вот, посмотрим, как будет дальше. И сейчас у меня уже 3 подписанных релиза в моем таком классическом стиле мелодичном. Это такое, что среднее между дип-хаусом, не диско, таким радийным звучанием, в общем. И так что этот год я буду работать в этом направлении. И плюс в прошлом году я выпустил русскоязычный альбом. Вот. Я что-то немного сошел с ума и решил сделать на русском материал и зафигачил 9 треков. Вот это, кстати, интересно. Выпустил на Sony. 20 сентября он был на Sony. На Sony Rush, да? На Rush, да. Ну, типа русский релиз на Sony России. Так, понял. Вот. И что-то так вообще расстроился после этого. Почему? Ну, я вообще не понимаю, как работать русским артистом типа в России. То есть я всегда выпускал свои треки типа либо на танцевальных электронных лейблах зарубежных, либо на русских, типа Effective. Вот. Всегда была ясная такая. Ну, типа, я понимал, что нужно делать. Типа, знал, какие блоги есть, куда, кому что рассылать. Вот. То есть ты больше знал рынок на английском, да? А с русской музыкой я вообще не понимаю. У меня складывается такое впечатление, что типа у кого больше бабок на таргет, тот и как бы в топе. Возможно. Вот что я понял. Мне чуть-чуть, конечно, русская сцена, русскоязычная, кажется немного фейковой такой. Мы все время как бы опаздываем, отстаем по звучанию, по стилистике и так далее, и все время все это выглядит как в позиции догоняющего, да, России находится. Вот скажи мне, вот отличие русского и английского языков, да? По моему, опять же, мнению, то есть английский язык — это бизнес-язык, который более простой, чем русский, и, соответственно, он
легче ложиться на всю, ну, из-за своей простоты легче ложиться на тот или иной музон. Вот, что ты думаешь по этому поводу? Вообще есть какая-то разница между, или может быть какое-то умственное восприятие, которое... Слушай, разница есть просто колоссальная. Если я начинаю делать трек, я всегда его делаю на английском. Вот. Если у меня стоит задача делать трек на русском, я уже вот эти все вот англоязычные такие фонемы, я пытаюсь переводить на русский язык. Вот. Но вот мне больше гармоничнее делать сразу на английском. Вот. И это и мелодичнее, и проще. Вот. И для слушателя как-то, мне кажется, тут понятно. Ну да. Вот. А на русском языке вот в последнее время я стал замечать, вот, смотря на свою работу, если я английские треки могу делать, я всегда отталкиваюсь от мелодии. То есть я сначала пишу музыку, потом уже придумываю какой-то топ-лайн. А с русскими треками такое не проходит. Типа нужно сразу иметь какую-то хуковую фразу и вокруг нее уже строить топ-лайн. А должна ли она быть вообще рифмовой? Как вот с рифмой? То есть если ты берешь текст на английском и текст на русском, да? Вот разница в рифме. Потому что то, что я слышу вот по радио, там, русскоязычное, оно все идет такой в простую рифму, жиши, там, знаешь. Ну такой язык у нас. Да? Ну да. То есть все только на жиши и рифмуется. Этот запах живанши. Жиши. Да, жиши. Мне всегда было интересно лично самому, как можно использовать более сложный язык в правильном русле, да. И вот я помню, там по молодости слушал всякую вот эту попсу на радио. И, в общем, все пели вот это жиши, да, простая такая рифма, как бы ты меня любишь, я тебя люблю, куплю и полетим, там и так далее. И появился какой-то русский рэп, и, в общем, рифму довольно простую складывали ребята. Но после того, как появилась некая группа под названием «Каста», я услышал потенциал немного другой у этого русского языка. Ты помнишь вот это время? Они начали складывать как-то слова как-то по-другому. То есть, ну, не в привычном ключе. И я такой, и я прям услышал, что, блин, а русский язык-то можно использовать, да, в правильном ключе. Но таких случаев бывает очень мало, и как-то, ну, все равно остается вопросом, типа, можно ли использовать русский язык так, чтобы он зазвучал, и так, чтобы вот, например, те же самые американцы слушали песню на русском и кайфовали от этого. Вот можно это сделать или нет? Как ты думаешь? Я думаю, что можно, если сделать это просто. Просто как что? Ну, типа, как я сошла с ума. Типа, очень... то есть, я не думаю, что все там американцы понимают смысл этой фразы, да, но с точки зрения фонемы, да, она проста. А помнишь такой трек, вот Тупак, он там заюзал оперную, как бы, песню, не помню, кто там он подпевал, песня называется Егор. Ну, короче, что-то там с Игорем, типа, не помнишь? «Улетай на крыльях ветра». Да, «Улетай на крыльях ветра». Вот, по мне, конечно, опять же, это вот звучание вот русского вокала, конечно, очень крутое. То есть ты слышишь именно не какую-то смысловую нагрузку, а слышишь мелодию. А мелодия, соответственно, она интернациональная, да? То есть вот можно ли как-то так сделать, ну без речевок, я имею в виду, ну вот без люблю, куплю и полетим. То есть, что думаешь, вот можно ли мелодика именно, мелодика в русском языке, или русский язык все-таки не для этого? Смотри, вот всегда даже вот эти вот классики, типа вот Бородин, который написал вот «Князь Игорь», они же всегда музыку клали на либретто, то есть изначально был текст, а потом уже музыка. Ну, то есть вот с таким подходом. Ну да, в русской культуре всегда первичный текст. Планы на будущее. Давай, твои грандиозные планы на будущее. Можешь все не рассказывать, просто можешь слить. Там типа «хочу на Луну». Ну, расскажу, наверное, про все-таки музыкальные планы. Вот. В этом году я хочу побольше релизов выпустить в своем классическом звучании. Вот. Сейчас почти нашел себе менеджера нового. У меня 1,5 года не было менеджера. Вот, а сейчас вроде как наклевывается. С гастролями тоже
хочется разобраться, потому что год вообще не гастролировал. Уже начинаю думать о каком-то центре своем, чтобы были свои артисты. Продюсерский центр? Ну, да, что да. это такое? Ну, типа, знаешь, либо ты для себя пишешь, либо для других. Но когда ты пишешь для других, как правило, ты еще отдаешь авторские все. Ага. Вот, и хочется просто, чтобы были вокруг такие артисты, для которых бы я как, не знаю, был и как продюсер, и как автор, или даже соавтор. И то есть ты хочешь как бы открыть этот продюсерский центр, и там ты вообще-то собираешься поддерживать, ну, новых артистов, да, или как вот? Или как, Слушай, я бы не назвал это продюсерским центром. Просто вот у меня в голове очень часто возникают всякие образы, да. Вот я бы хотел сделать такой проект, сделать там такого артиста. Типа, просто, знаешь, там, начиная от визуала, заканчивая творчеством, типа, песнями. Вот. И мне интересно это как пазл собрать, вот, и сделать какого-то артиста. Какую-то интересную штуку, да? Да, То есть, да. Ну, я тоже, кстати, Или найти какого-нибудь суперталантливого автора, вот, и сделать из него артиста. Ну, и с ним поработать. Ну только, да, это интересно. Вот. А то когда просто для себя все время пишешь, теряется вот эта вот хватка какая-то творческая. Притупляется все. Да, притупляется. Наверное, интерес притупляется, да? Когда встают на рельсы. Все вот. Но очень часто я, допустим, знаю всяких артистов, и им реально не хватает какого-то визуала прикольного. И я прям придумываю для них, ну, чисто про себя, как бы они могли выглядеть, там, как разговаривать, там, и все такое. Вот. А для себя я не могу придумать, потому что, для себя очень сложно это делать. Потому что всегда со стороны как-то нужно смотреть. С вами были Прокси и Матвей Эмерсон. Подписываемся на канал, ставим лайки, не забываем про этот долбанный колокольчик. Блогер из меня так себе, ну, короче, нормально. Все, пока-пока.